Привет, друзья! Продолжаем прогулки по улицам Харькова. Вы смотрите на знакомые для себя места, улицы и достопримечательности города, а я знакомлю вас с интересной и важной информацией, связанной с городом Харьков. Прокатимся с вами по улице Шевченко, заглянем на Салтовку. Подведем сначала немного итоги недели. На прошлой неделе Харьков 6 раз подвергался ударам Российской Федерации. Самым циничным и тяжелым был удар во вторник, в часы утреннего пика, недалеко от крупного рынка и остановки общественного транспорта в Слободском районе. Тогда БПЛА типа «Шахед» или «Герань» попал в крышу одного из корпусов Национального фармацевтического университета. Это здание является еще и памятником архитектуры местного значения. В результате атаки пострадали 4 человек, 3 прохожих и работница вуза. Здание получило серьезные повреждения, но благодаря быстрым слаженным действиям спасателей и коммунальных служб все опасные последствия уже ликвидированы. Удар не повлиял на учебный процесс, университет продолжает работать в онлайн-формате. Еще 5 дронов типа «Молния» российская армия запустила в четверг по неработающему предприятию в Новобаварском районе. Там, к счастью, обошлось без жертв и раненых. Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе составила 50 часов. Это ровно в 2 раза меньше, чем в среднем по области. В городе Харьков с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов, по данным мэрии, погибли 989 человек. Из них 41 ребенок. Кроме того, ранения получили 6644 человека. Из них дети 511 человек. Сейчас мы проезжаем мимо известной всем в Харькове Журавлевки. Кстати, вот так сегодня выглядит Журавлевский лес на Салтовке, мимо которого мы сейчас проезжаем. К сожалению, из-за боевых действий страдает и наша окружающая среда. Часть деревьев в Журавлевском лесу погибла из-за поражения короедом и корневой губкой, а часть пострадала из-за пожара в результате обстрела. И такая беда не только с Журавлевским сосновым бором. В знаменитом харьковчанам Григоровском бору тоже гибнут деревья. Сосновый лес в бору поражен прикорневой губкой и другими вредителями. И для спасения Григоровского бора необходимо удалить погибшие деревья и посадить лиственные породы, чтобы превратить его в смешанный и замедлить распространение корневой губки. Напомню, что с 1999 года Григоровский бор является объектом природно-заповедного фонда. На его территории нельзя рубить деревья и высаживать новые растения. Но границы заповедной зоны до сих пор не определены. Комиссия обратилась в Харьковский городской совет с предложением определить границы объекта и сделать зонирование. И, кстати, в Малоданиловской громаде также массово гибнут сосны. На территории Лозовеньковского бора наблюдается массовая гибель сосны уже 3-й год. К сожалению, этот процесс охватил весь наш регион, и остановить его практически невозможно.
В Большой Даниловке такая же проблема. А вот так сегодня выглядит дом на Кольцевой в Харькове, в который 18 августа попали 5 российских дронов. Дом официально признан аварийным и непригодным для восстановления. Тем временем обмеление дошло до одного из безлюдовских карьеров. Фото, на которых видно, что вода отступила на несколько метров от берега, опубликовали в харьковских телеграм-каналах. Ну а так сегодня выглядит осенняя безлюдовка. Помните, может, в одном из своих видео я рассказывал, как Укрзалізниця выставила на аукцион нежилые помещения вокзала под супермаркет. Тогда аукцион не состоялся. И вот вчера видел еще такую информацию, что на привокзальной площади в Харькове предлагают в аренду часть помещений площадью 53,2 квадратных метров на первом этаже здания за 18 500 гривен. Ну, давайте еще немного прогуляемся по Салтовке, а вы в это время подпишитесь на канал, если вы не подписаны, и поставьте лайк этому видео.